Всем привет! У нас идет четвертый сезон, первая неделя континентальных боссов. Босс Сагамир, их у нас тут трое. Будем бить его командой горения. Босс имеет два модификатора на урон. Это очень важно, потому что потом вы поймете, здесь будет много примеров команд. И последняя команда будет наносить очень много урона именно благодаря тому, что мы будем использовать оба модификатора. Первый у нас получается за блокировку усилений либо снятие этих усилений с босса. Мы будем получать на 10 секунд баф на 15% урона. И также получаемый урон увеличивается на 20% за каждое действующее на нем ослабление разного типа. Предел 5 ослаблений, ну то бишь максимум на 100%. Первый вариант команды будет самый распространенный, как я видел у игроков, потому что больше всего именно бьют вот этой командой. Мы будем здесь использовать Ашетиуса, Пайкстона, Карфа. В роли саппорта у нас будет Синарел и Дурем. Тайминги я буду использовать вот такие здесь. Очень важно соблюдать данную ротацию. И из важных моментов у нас получается танчить будет здесь Ашетиус, потому что именно в него будут врезаться кони. Но для этого нам нужно, чтобы у него именно было больше всего крит урона. Именно он должен получать вот эти удары, потому что он милишник у нас. И, соответственно, в него будут врезаться. То есть нельзя там, чтобы какой-нибудь Дурем его обогнал, потому что тогда начнется хаос, кони побегут к нему. Вот поэтому делаем все именно вот так. Ну и, соответственно, вот такие таланты у меня на нем и такая экипировочка. Точность я ему не делаю, потому что мы, в принципе, будем находиться под ослаблениями на штраф точности. Плюс, даже если мы с ульты повесим стаки горения, босс на 18 секунде чистится. Кстати, по поводу урона, который босс наносит. Самые болезненные плюшки это ультимейт, и следом за ним получается, так уж приходится, что он как раз счищается, и где-то вот здесь вот нам прилетают эти морковки. Боевой наносит не так много урона, как вот эти вот морковки, учитывая, что они летят в персонажа, который с минимальным здоровьем на данный момент, а после ультимейта, соответственно, они бьют по Ашетиусу, он проседает, и получается так, что эти морковки уже будут прилетать именно в него. И именно эти два скилла наносят больше всего урона. Также важно соблюдать именно вот эту расстановку, потому что именно находясь в данной точке, Пайкстон побежит за спину вот сюда всем троим Сагамирам. Сейчас быстро на примере покажем, как это происходит. Вот они собираются в кучу, и он забегает прямо туда. Если его поставить куда-нибудь в другое место, то все пойдет вообще не по плану. Также, если мы выдвинем вперед кого-нибудь из рейндж-героев, допустим, вот сюда, то кто-нибудь из коней побежит на них. Опять-таки, это нарушит нашу расстановку, и все будет тоже не по плану. Если Пайкс там будет стоять где-нибудь в другом месте, даже если вот здесь, то один из коней будет задевать его ультой, резать нам готовность абсолютного навыка и накладывать дебафы. Поэтому вот только вот так. Единственное, если вам уж по приколу, можете вот так вот подвигать. Это максимум, что мы можем себе позволить. Далее по экипировке. Пайкстон у нас одет вот так. Можно, в принципе, ну, просвещенности больше 400 смысла делать нету. Это мы пытаемся максимально разогнать вот этот сет. Вот и так, в принципе, вот такие статы-то вполне достаточно. Если как-то там что-то плохо накладываются стаки, можно взять вот здесь талант на точность. Я особо тут статы еще... Я просто бью чуть-чуть другой пачкой. Поэтому я банками тут особо не заморачивался. Можно точности чуть-чуть побольше сделать. Карф у нас одет вот так. Таланты использую вот эти. И, соответственно, артефакт используем ракушку. Очень хорошо накидывается разлом в нужный момент. Все четко, на всех всегда все висит. Синарел у нас вот такой. Главное, по атаке слишком уж не переусердствовать, чтобы у Ашетиуса атаки было больше, чем у Синарелла. Так что сильно давайте там без фанатизма, потому что вот этот сет должен бафать именно на урон Ашетиуса, а не Синарелла. Слишком много атаки смысла делать тоже нету, потому что даже вот меньше можно сделать, этого будет в принципе хватать на отхил
Синарел, в принципе, очень неплохо так хилит. Также обратите внимание, что кроме Ашетиуса, так как он у нас основной ДД, и кроме Карфа, потому что у него другая перчатка, мы ставим, получается, вот этот мифик. Очень хорошо бустит урон нам. Ну и, соответственно, при соблюдении ротации, которая у меня в таймингах стоит. Поэтому вот, если есть возможность, одеваем вот такие вот мифики. Ну и Дурем тоже у меня с этим мификом. Бронька на стак атаки. Точность, можно разогнать где-то 180-190, будет тогда вообще замечательно. У меня вот как-то так пока что. Ну и, собственно, бой вы, наверное, поняли, как проходит. Сейчас вкратце покажем и перейдем уже к следующей пачке. Дальше у нас будет пачка, допустим, если у вас есть Пайкстон, но нет Ашетиуса. И в конце будет команда, которая, прям вообще топовая. Урона просто космос. Вот, в принципе, вкратце бой показали. Там, где самые болезненные моменты, там у нас висит неуязвимость. Поэтому стоим себе на чили. Все нормально, наносим урон. Следующая команда у нас на тот случай, если у нас нету Ашетиуса. У нас, соответственно, вступает в бой вот этот гоблин. Сейчас я вам покажу чуть-чуть его по-другому. Потому что я его не заливал, но мне смысла нет камни тратить. Я вам сейчас покажу расстановку, которая здесь используется. Она у нас вот такая. Мы, получается, Дурема закрываем вот здесь в коробке, чтобы на него не агрились кони. Сейчас покажу, как это происходит. Вот они должны были, в принципе, побежать с боевого на него. Боевой у них прошел, но они на Дурема не побежали. Так, сейчас момент. Команды, которые я лично не собирал, потому что, таланты не залиты и так далее. Будем смотреть по коду, которое помогло сообщество, в принципе. Всем спасибо, кто помогал собрать пачки для народа, так сказать. Вот. Так что просмотрим здесь. Тайминги мы используем здесь вот такие. Вот у нас Син вообще без отката, просто лупит. Также мне видео человек скинул, как он бьет. Там все четко, так что не переживаем, все работает, все хорошо. Вот. По экипировке и талантам Дуром у нас одет вот так. И вот эти таланты взяты. Как видите, в данном билде мы уже не берем ту перчатку, которая увеличивает следующий абсолютный навык. Тут мы уже его собираем чисто в ДД. Карф у нас, в принципе, с прошлой сборки не изменился. Вот такой вот у нас карфик. Тоже стоит мифик, не забываем ставить. Пайкстон у нас в данной сборке в сете предков. Куча защиты. Одеваем его, короче, как танка. Его суть просто, чтобы он не умер. Но, в принципе, думаю, это уже излишество. Я бы все-таки попробовал сет другой одеть. И думаю, бы вполне себе справился. Вы можете сами потестировать, как у вас с выживаемостью будет у него. И уже от этого отталкиваться и подбирать характеристики, сеты и так далее. Далее идем. У нас Зраакс. Одет вот так, все у него в точность и вот такие таланты взяты. Запоминаем, пользуемся. В сете кукольника вот такой вот у нас геройчик. Герой помогает нанести неплохой урон, кстати. Так что неплохо все. И Синарел. Синарел у нас... Но опять-таки я бы, наверное, не делал бы столько атаки. Потому что, как я уже говорил, с выживаемостью именно в плане отхила проблем вообще никаких нету. И, наверное, коррективы, которые я внес, сравнил бы атаку Дурема и сделал бы чуть-чуть меньше у Синарелла. Чтобы вот этот сет именно бафал, получается у нас Дуремчика. Вот такая вот у нас пачка неплохая. Все коды будут, в принципе, в описании, даже не те, которые я сам делал, а вот кто что скидывал, я буду также в описании прикреплять. И на десерт, так сказать, у нас команда, которая набивает просто какой-то космический урон, но очень-очень-очень не для всех, потому что нам нужен артефакт на Крисосе. То бишь, мало того, что нам нужен Крисос, он не у всех есть, то нам еще и нужен на него артефакт, поэтому вообще проблематично все. И
при всем при этом нам нужно еще и Крисоса собрать. Просто космическое количество здоровья и точности, чтобы щиты были как можно мощнее. И то Ашетиус не всегда доживает до конца, приходится реролить по много раз, но урон того стоит. Почему эта пачка наносит больше всего? Как я в начале видео упоминал, у нас два модификатора на урон. В предыдущих пачках мы использовали только второй. В данном же случае мы используем и второй, и первый, потому что Крисос с боевого будет снимать с коня вот этот вот баф. Когда он накидывает на себя усиление защиты, мы будем его рассеивать. И мы будем получать стаки на урон. Кстати, по поводу еще замен, допустим, если у вас нет Синарелла, то в принципе его можно заменить этим Огаком, ну, к примеру. Тоже видел пачки такие. Бьют, неплохо живет. Если, допустим, мы ставим Огака, то самый лучший момент будет это именно перед ультой кастануть. Вот это вот бессмертие, чтобы в момент вот этого каста, получается, мы были в бессмертии. И где-то здесь у нас накинутся щиты. Огак у нас должен быть по-любому с посохом. И в момент, когда морковка по нам прилетит, мы уже будем отхилены и с щитом. Поэтому с выживаемостью каких-либо проблем быть вообще не должно. Боевой навык, в принципе, наносит там копейки урона. Так что его мы с легкостью переживем. Ну и, соответственно, там еще, может, под хилом с боевого прилетит и так далее. Поэтому, думаю, Огак, в принципе, справится. Также еще момент. У меня Соклан пробовал бить. Мы можем использовать, это уже на ваше усмотрение, если у вас есть там лишние таланты. Сейчас покажем, допустим, через запрет усилений. Опять-таки, это два милишника, им будет тяжело там стоять и что-то делать. Лучше, конечно, это именно рассеивать. Сейчас я вам покажу, кто подходит. Допустим, у меня через Хульдарка бил Соклан. У него получилось урона больше, чем с Биксом, чем с Зрааксом. Вот. Он бил именно через Хульдарка. Сейчас кто у нас тут есть? Вот рассеивание, усиление. То есть кто нам подойдет? Либо Хульдарк, либо можете вообще попробовать вот это вот эпика. Он, получается, рассеивает. Ну, если хп меньше, ну, к боссам это не относится, то крадет. А так, вот, в принципе, подходит. Потому что мы получаем с трех вот этих вот ребят 3 стака. 3 стака это 45% к урону. По поводу поджогов, то Карв, в принципе, справляется вполне. И заливает полоску неплохо. Ну, плюс еще Пайкстон. И того мы, в принципе, даже без вот этой турельки, без биксов всяких там, вполне можем себе позволить залить полный бак на 19 стаков. Стоп, о чем это вообще? Мы используем, получается, вот эти альтернативы, если у нас нету Пайкстона. То есть вместо него можно, как я уже показывал ниже, там, турельку, допустим, поставить, да? Либо, вот как я сейчас сказал, те, кто рассеивают усиление. Возможно, как в случае с моим соклановцем, это даст больше прирост урона, нежели какие-либо герои горения, потому что нет Пайкстона, нет 19 стаков. Соответственно, какой-нибудь Карф плюс Дурем вполне себе зальют вот эти 10, которые изначально у нас предусмотрены. Ну и вернемся уже к этой команде. Также спрашивают по поводу Крисоса, если он без арта. Во-первых, он просто не удержит, Ашот умрет. И есть вариант, это, ну, типа взять, закрыть Ашетиуса в коробку, да. Ну, так это можно сделать, таким вот способом, но профита не будет, потому что мы тоже пробовали, вы с Синареллом набьете больше намного. Потому что с боевого или что-то там, короче, происходит, урона выходит меньше. Поэтому оставляйте все как есть и бейте тогда другими героями, потому что тут у нас либо вот так, либо вообще никак. Закрывать Ашетиуса нельзя ни в коем случае. Но вернемся к этой уже команде наконец-то. Тайминги я здесь использую вот такие. Расстановка тоже сейчас. Смотрите, что у нас вообще происходит. Крисос теперь у нас забегает за спину.
Потому что если мы его сделаем в сопротивление, как это у нас с Пайкстоном, Пайкстон у нас в сопре, потому что нет такой точки, куда можно его поставить, чтобы его не доставали кони. Хоть один, но будет его цеплять. Вот. Если мы поменяем местами Пайкстона и Крисоса, тогда Крисосу не хватит статов, чтобы у нас доживала Шетиус. Поэтому приходится делать вот так. Суть расстановки я вам показал. Перейдем к моментам основным. Опять-таки крит урон и атака в команде самая высокая у меня у Ашетиуса. Чтобы и с сета бафался он, и чтобы он у нас танчил. Идем дальше. Еще также, потому что мы тоже хрен выживем. По защите. Вот 2300, получается, она максимальная в команде вообще. Даже у Крисоса нет такой защиты, как у Ашетиуса. Я целенаправленно ее не завышал, я просто остальным старался делать меньше ее, чтобы в допах там она нигде не мелькала. Крисос, ему как бы защита здесь не нужна, ему надо прям максимальное количество хпшек и точности, потому что и точность, и ОЗ увеличивают щиты. Сейчас на видео, когда бой шел, вы, наверное, обратили внимание на прочность щитов. Они просто космические. Вот. Также точность нам нужна, чтобы использовать боевой. Вот. Ну и тонкосет по-любому, потому что Шетиус не выживет. Очень-очень больно все здесь. Далее. Пайкстон. То, куда он бежит и как он там стоит, вы уже обратили внимание. Поэтому нам приходится собирать его в сопротивление. Чтобы ему не резалась полоска, чтобы он не получал дебафы, иначе толку от него здесь, можно сказать, никакого не будет. Он будет съезжать, он не будет накладывать горение, а такой Пайкстон нам тут не нужен. Мы жертвуем просвещенностью и собираем по максимуму сопротивление и точность. Атака, ну как получится. Таланты беру вот эти. Далее. Дурем. В принципе, с первой сборки тоже ничего не менялось. Вот эта вот перчаточка. Ну и карф, соответственно. Тоже карф у нас не меняется с первой сборки. Такая перчатка и вот такие таланты. На этом, в принципе, все. Если хотите, конечно, ради интереса можете попробовать закрыть Ашота и сравнить урон. Смысла в этом не будет. Нам нужно именно, чтобы Ашот стоял вот здесь. На этом, в принципе, что, вроде все разобрали. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.